Здорово, живые Dead Inside! В преддверии выхода нашей долгожданной игры Sons of the Forest я решил напомнить вам, чего конкретно мы ждем, записав видео про все, что известно об игре на данный момент. Первое, что будет бросаться в глаза, это не только обновленная графика игры, но и размеры карты, поскольку карта во второй игре будет в 4 раза больше, чем карта в первой. Не на, а в 4. Это в свою очередь означает, что мы сможем играть и узнавать об игре разные подробности намного дольше, нежели в первой игре, и она будет надоедать медленнее. Мир будет проходить 4 стадии отчаяния. Первое лето, когда все хорошо, тепло и классно. Вторая осень, когда лес начинает окрашиваться в разные цвета и появляется хреновастая погода и меланхоличное настроение. Зима, когда все плохо, еду хрен найдешь, еще и холодно. И последняя весна, когда вроде как все начинает налаживаться. И так по кругу. И чтобы тем игрокам, которые не имеют друзей, тоже было не скучно играть, разработчики добавили несколько NPC. Те, что нам показали в тизерах и геймплейных видео, это Келвин и Вирджиния. Но, по словам разработчиков, в игре есть и другие неигровые персонажи-компаньоны, которых мы можем найти в мире. Келвин будет зависеть от игрока, как собака от поглаживания за ухом. Он будет собирать и приносить или где-то оставлять предметы, которые вы скажете ему собирать. Но при условии того, что отношение к нему хорошее, ибо если к нему относиться говняно и неуважительно, то и качество его работы значительно пострадает. Вирджинию, насколько мне известно, мы встретим бродящей где-то в мире, и поначалу она будет нас бояться, но если приложить достаточно усилий, то эта ходячая сексуальная фантазия извращенцев станет на вашу сторону, но не будет зависеть от вас как Келвин, она будет как кот. Каннибалов тоже очень сильно прокачали. Они могут пользоваться зиплайнами, одеваться по погоде, создавать свои племена и кланы, что могут потом с друг другом воевать, и вообще они теперь почти мегамозги и чуть ли не в космос могут летать. Определенные враги с лидерскими качествами могут влиять на решение других, даже продвигая в своих рядах такие идеи, как религия, и у каждого моба есть свои вкусы, желания и склонности. Новые мутанты в игре тоже появятся, их будет несколько, и на данный момент особенности каждого недостоверно известны. Но известно, что можно будет найти так называемые гнезда мутантов, которые выглядят, наверное, вот так. Строительные инструменты были значительно переработаны для сиквела. Исчезли плавающие призрачные строительные проекты, замененные удобной реалистичной презентацией плотницких работ в дикой природе. Чем-то напоминает строительство в Green Hell. Инструкция более буквальна, а действие зависит от контекста. И вместо того, чтобы просто загружать ресурсы в призрачную такую версию конечного продукта, теперь мы можем свободно, конечно же с магнитной помощью, вручную размещать бревна и палки в нужном нам направлении. И это позволит настраивать конструкции вместо того, чтобы следовать уже созданному плану. То есть свобода в креативности станет намного больше, что самое главное. Но если вам не понравится такая модель постройки, то, конечно же, можно будет вернуть все как было в первой игре в настройках. Инвентарь теперь выглядит намного аккуратнее, нежели раньше. Не все предметы мы пока можем понять, но, например, в игре появится современное оружие, такое как пистолет, тазер, гранаты, дробаш, арбалет, разные типы взрывчатки и даже что-то похожее на крюк-кошку и очень еще много чего другого. Анимаций добавилось просто уйма. Начиная с простой рубки дерева и постройки, заканчивая даже крафтами в инвентаре. Все просто не перечислить, времени не хватит. Также в игре будет 3D принтер, с помощью которого можно будет печатать части предметов, а потом собирать в целые предметы. Для этого понадобится смола, которая бывает еще и разноцветной, то есть мы сможем красить наше оружие или те предметы, которые мы будем печатать. Система рассудка просто будет вырезана, поскольку они не нашли ей применения еще и в первой части. Хотя ее можно было бы реализовать, как это было сделано в той же Green Hell, когда на тебя начинают нападать всякие мобы, которых на самом деле не существует. Это было бы интересно, но практического применения я здесь все равно тоже особо не вижу. Лопата добавлена в игру не только по приколу для одного сюжетного момента, а еще и для того, чтобы найти что-то или сделать особенную ловушку. Также, если у них получилось сделать это красиво, то мы сможем прокопаться к пещере или найти какие-то трупы, которые были похоронены. Название игры они выбрали не The Forest 2, а Sons of the Forest, потому что это как-то связано с историей в самой игре.
Да и, будем честны, звучит намного лучше, чем просто Forest 2. Эта игра действительно должна произвести фурор в современной индустрии игр именно выживания, потому что в этом году выйдет очень много разных игр, и которые я буду пробовать с друзьями, очень много разных игр именно на выживание. Я очень надеюсь на то, что они тоже будут хорошими, но Sons of the Forest должна быть лучшей, и в этом даже сомнения должны быть откинуты. Выпуск игры End Night планировали сделать 23 февраля 2023 года с ценником в 30 баксов. Но у нас будут региональные цены, хотя, наверное, даже так это будет дороговато. Они сообщили эту информацию у себя в Твиттере, но в Стиме не значатся конкретные даты, лишь месяц выпуска. То есть у них еще, может быть, есть пространство для виляния. Игру я буду стримить на Твиче и выкладывать летсплей на YouTube, а вот выйдет ли игра на консоли, еще неизвестно. Разрабы говорили, что хотели бы выпустить игру, на консоли, но не факт, что она будет на релизе. Так что обновляем наши ПК, господа. Я упустил еще очень много реально интересных деталей, которые можно услышать в этом и других интервью. Узнай об игре больше деталей и удачи.